Сегодня хочу обозреть обзор Евгения Баженова на художественный фильм Андрея Звягинцева «Левиафан». Скажу честно, я поклонник Бэдкомедиан, смотрел много его обзоров и неоднократно. Он делает очень много их и хорошо, и отлично. Многие пересматривал по несколько раз. И в отличие от других роликов Бэдкомедиана, обзор на «Левиафан», он, честно говоря, неискренен. Вот я его вижу неискренним. Фильм мертв. Мне плевать на Колю, плевать на то, что он бухает, плевать, что Коле плевать на сына, и плевать, что шлюху жену Коли находят утром мертвой. Трое суток нужно ждать. Все это херня. Дальше можно сразу. Я тебе говорю, как жена представителя власти. Серьезно, кому-то интересно наблюдать за жизнью подобных существ? Звонил я много раз. И чё? Ничего, абонент не отвечает. Ну, что делает? Что сам фильм «Левиафан» обличает пороки, с которыми мы должны бороться. Это пьянство, преступность и наше безразличие. Почему? Претензии к Левиафану, что, мол, герой алкоголик. Но ведь человек не рождается алкоголиком. Это болезнь с научной точки зрения, достаточно хорошо изучена. Тем более, что алкоголизм излечим, и алкоголь, более того, легализованный, находится в свободном доступе. А в этом есть, конечно, определенная вина государства и ответственность. Нельзя говорить, что мне плевать на алкоголика. Это неправильно. Так как завтра вполне возможно, что алкоголиком станешь завтра сам ты. Вот. Теперь о фильме, точнее обзоре Бэдкомедиана. Главных претензий Бэдкомедиана всего две. Это первое — невнятный сценарий, и второе — невнятные персонажи и актеры, их игравшие. Лично я это мнение Евгения не разделяю. Фильм Андрея Звягинцева сильно передал атмосферу российской глубинки, где люди живут без перспективы, без достойной работы, а лишь едва сводя концы с концами. Вот, говорит, что, мол, алкаши, они там деградаты, персонажи, главный герой не заслуживает сопереживания, дескать, он алкаш. Но ведь это и страшно, люди спаиваются. Все персонажи в этом фильме алкоголики, начиная от сына несовершеннолетнего подростка, жена героя, сам герой, чиновники, поп, друг его, все они бухают, все повально бухают, единственное их развлечение. В глубинке очень высокая смертность от пьянства и от отравления, от водки и пьяных разборок. Это все правда. Фильм очень правдивый, и в отличие от других российских фильмов, восхваляющих пьянство, типа «Горько», «Корпоратив» или «Особенности национальной охоты», фильм «Левиафан» дает понять, что алкобезумие необходимо остановить. Борьба в этом фильме не главного героя системы, а борьба самого фильма как такового с нашим равнодушием. Показывая трагедию, деградацию этой семьи, фильм показывает, что пьянство и смерть – это слова-синонимы. И очень важно, чтобы русские люди поняли, что пьянка – это зло. Вошь придавили! Вони на всю округу! Я открыл папочку чуть не... У нас выборы через год. Вас тоже не будет, и ничего не будет. Ни за границей, ни домов твоих, ни бабла. Дружно все, строем! Под монастырь пойдем! Пить надо меньше, враги окружают, да? Нажрался. Давайте конструктивно решать вопрос. Давайте. И я вам клянусь, это последнее появление данных персонажей в фильме, не считая молчащих рож в конце. Казалось бы, зачем вводить персонажей, если вы их не раскрываете достаточно для того, чтобы зритель поверил, перед ним живые люди. Возьмите фильм «Дурак», там тоже поднимают тему коррупции и общей повязанности, только вот не останавливаются на одной фразе «Они повязаны!». В подобной же сцене персонажей раскрывают. Пуво плебьен. Вообще-то недосказанность позволяет образом лучше влиять на атмосферу. С этим можно согласиться, если взять в пример Кальхаса. Чиновников не раскрывают. Та же мысль, что и в «Левиафане», они повязаны. Но при этом и отдельных сцен с ними нет. Из-за отсутствия представления образов чиновников они кажутся страшным спрутом, а не безмолвным картоном. Не стоит также забывать про фильм «Долгая счастливая жизнь», где властные чиновники являются фактором. На них не выделяются сцен, где говорят очевидную мысль, они повязаны, которая в контексте ограниченного раскрытия персонажей
персонажей превращает все в анекдот. Перед зрителем чиновник предстает в роли урагана или цунами, который является фактором, с которым герою надо считаться. А в фильме «Левиафан» уберите персонажей в этой комнате, сюжет разрушится? Нет. Они влияют на что-то? Нет. Тогда вопрос, зачем они нужны? Вот, итак, в кинематографе есть и эпизодические роли, они не должны раскрываться, их роль как инвентарь. Если мы видим шкаф в кадре, это что значит? Что он должен раскрыться? Цель этой сцены в том, что по статье 10 Конституции Российской Федерации, а между прочим, это закон, а многие это забыли, так вот, Конституция это закон, а власть делится на законодательную, это депутат, на судебную это прокурор и на исполнительную это мент. Все эти персонажи, представители власти, все не в кадре, все в этом эпизоде. И эти ветви власти, они не зависят друг от друга, то есть не подчиняются друг другу. А здесь мы видим, что все они повязаны, и данная сцена показывает круговую поруку всех органов власти. И ладно бы это было в Мачесранске, так это повсеместная российская реалия. Власть для того и должна быть разделена, чтобы быть эффективной в законности и борьбе против коррупции. Левиафан. 99 положительных рецензий зарубежных критиков, в рецензиях которых никакого конструктива, только вода. Ложь, сказанная 1000 раз, становится правдой. Парадокс, но проводя непонятные параллели с другими фильмами, Евген сам льет воду, обесценивая коррупцию. Путин говорит, что у нас в стране средняя зарплата 29 тысяч. Хорошо, поверим ему на слово. Но вот вопрос, из каких личных потребностей складывается зарплата отдельных чиновников? Глава ЖД 39 миллионов в месяц, а вот глава Роснефти уже 135 миллионов в месяц. Вот, ни много ни мало, на 100 миллионов больше. Вот где конструктив, вот где нет воды. Думаешь, они хоть копейку упустят? А если говорить о коррупции, слышал ли ты, Евген, о полковнике Захарченко, у которого нашли при обыске 8 миллиардов? Вы не послышались, не миллионов, а миллиардах. В пересчете на рубли, конечно, хранил он в долларах. Вот, у него дома было 1,5 тонны долларов, 1500 килограмм зеленых, только представьте. Конечно, правительству не понравился фильм, посягающий на их благополучие. А вот ты, Евгений, скажи, что ты приобрел, обесценивая коррупцию своим обзором? Его борьба в том, чтобы проиграть местный суд за кадром, а потом бухать. Что он сделал-то? Коля 2D персонаж. Мы мало что про него знаем. Знаем лишь поверхностно. Алканавт орет, дерзит, грубит. Ты не лезь! В остальном он пуст. Сосуд, который забыл наполнить режиссер. Из-за этой пустоты и отрицательности не сработал конфликт. Суд отбирает дом у Коли, выплачивая ему рыночную стоимость участка. Мы, судя по всему, должны верить, что государство несправедливо отбирает и выплачивает копейки. Купленные людоеды топят главного героя. Ладно, поверим на слово. Но при этом главный герой алкаш и псих. Какое тут может быть сопереживание? Если государство топит героя, почему же друг из Москвы не пытается действовать по закону хотя бы чуть-чуть? Он приехал с целью шантажа, что наталкивает на мысль о полной невозможности идти по закону. Хотя герои с адвокатом проиграли лишь одно дело в местном суде. Ходить по судам, я могу заранее сказать, проходишь ты суды всех инстанций. Если повезет, то выиграешь в Конституционном суде. Потеряешь несколько лет на судебные тяжбы и получишь копеечную компенсацию. Хорошую компенсацию тебе не дадут, чтобы другим не было повадно. А то что же, с нашим беззаконием тогда все судиться начнут, и если от этого толк будет. Поэтому судьи не встают на закон потерпевшего, а если встают, то выдавая копеечную компенсацию. Так бы суды были бы завалены делами. И потом, у нас в стране, чтобы выжить, люди картошку сажают, огурцы, капусту солят, чтобы как-то покормить себя, едва концы с концами свести. Они что, должны все это бросить и судиться годами? А кто их кормить будет? Я честно надеюсь, что когда-нибудь суды у нас когда-нибудь все-таки встанут на сторону справедливости. Если будут люди извлекать пользу от судебных тяжб и получать адекватную компенсацию, а следовательно контролировать законность происходящего вокруг. Это, кстати, верный путь победить коррупцию. Люди просто будут контролировать законность все повсеместно, вот и все. Ну а мы узнаем, как проводят свой досуг в этом городе подростки. Я пока что тут. Че, не ломает еще? Один вопрос. А Яшка где? Яшка! А я почему-то думал, что детишки уже давно по церквям не сидят, а сидят по домам или в компьютерных клубах, ну и спайсуху долбят. Ну да ладно. А где все?
Эх, Женя, не был ты, видать, в деревнях, спайсуха там дороговато стоит при зарплатах 7 тысяч, с бухлом там попроще. Купил фанфурик за 30 рублей, вот, и ходи довольный. Колю за нарушение общественного порядка задерживают, а Дима-адвокат с заявлением на мэра идет к помощнику прокурора, которая не уполномочена его принимать, а самого прокурора в здании нет. Московские адвокаты с коллегией с большим опытом хавают это и просто уходят. Отказывают адвокату и в суде, охранник говорит, что в здании тоже никого нет. Московский адвокат из коллегии с большим опытом хавает это и просто уходит. И законы, Евгений, ты, кстати, тоже наши плохо знаешь. У нас только пакет Яровой приняли, несмотря на то, что он противоконституционен, а следовательно противозаконен. Но наш Конституционный суд решил, что все нормально, и Путин, кстати, подписал его. А он, как гарант Конституции, просто обязан был наложить на него вето, обязан. Но ничего, понегодовал народ и замолчал. А вот так на самом деле, что светит гаранту Конституции, попирающему Конституцию? И это высшее руководство занимается беззаконием. А ты, Евгений, говоришь о московском адвокате. Слово «московский» — это что, авторитет? Я знаю случай жизни, когда зэки сбежали в Тайгу, и чтобы не умереть с голоду, съели одного из них по тому критерию, что он был москвич. Так вот, московский — это вообще не аргумент, тем более в глубинке. Ну а нам показывают возможное будущее Николая и его семейки. А что вы хотите? У нас тут городок-деревня на окраине. Люди уезжают, дома пустеют. За 600 тысяч это лучший вариант. Серьезно? Серьезно. При условии того, что за 100 тысяч вы купите у меня эту халупу, а остальные 500 пустите на водку. Просто фильм как бы социальная драма. Я же не могу бесконечно пропускать допущения в сценарии, которые появились, дабы усилить накал драматизма. Вот. А что касается цен на недвижимость, здесь справедливее было бы показать цены на двухэтажный дом на берегу реки с участком земли, и то, что рядом дорога, которую, кстати, очищают от снега, это тоже немаловажная доля стоимости. Вот. Но даже и без реки и дороги цены на двухэтажные дачи, не дома, а дачи, начинаются от 1,5 миллиона в этом городе. Мальчик, а тебя как зовут? Послушайте, Вадим Сергеевич, ну зачем вы это делаете? Куда пошел? Послушайте. Да, перед нами классический карикатурный злодей, который упивается властью и любит унижать. Просто так. Я унизил Колю, а скоро мы отберем у него целый дом. Я задерживаю вас на 48 часов, как подозреваемого в убийстве. Вам все понятно? Нет. Ничего не понимаю. Протрезвеешь, поймешь. Полицейский говорит, что государство позаботится о ребенке Коли. Тем не менее, ребенок выживает 1-5 дней, а потом приходят лучшие друзья Коли, дабы взять Ромку под свое крыло. Дом с отличным проездом камеры разрушают, Николашке таки дают 15 лет, ну а мэр узнает радостную весть. 15 лет? Ну и слава богу. Вот теперь будет знать, на кого залупаться. Какое там чудище, отождествляемое с сатаной? Дай бог с пингвином из детского мультика-то сравнится. Хотя куда там? Левиафан, отождествляемый сатаной, это не только антигерой, но и наше безразличие к происходящему. Когда при Сталине приезжал Воронов ночью, соседи радовались. Вот, дескать, врага народа забрали. И Сталин был очень популярен. Все считали, что он правильно поступает. И был очень популярен среди простых людей. Так вот, зло — это не только злодей, но и все те слепцы, которые отказываются видеть очевидное, закрывают глаза, затыкают уши. А само зло, но не в фильме. Ты, Евгений, прав. В этом зло — карикатура. Настоящее зло, оно за пределами фильма. Оно в коррупции, в людях, окружающих нас. Это чудовище, перемалывающее кости, оно повсеместно. И в твоих устах также. Евгений, это тоже зло, поскольку ты обесцениваешь происходящее, став адвокату дьявола, вот, сняв этот ролик. Почему в фильме, в котором показали коррупцию и беспредел, Евген занимает позицию правительства, при том, что он согласен, что коррупция имеет место?
А вы знаете, что кроме окна в вашей квартире существует документальное кино про коррупцию, нищету, алкашей и шлюх? Там куда ярче и образы раскрываются, и действий больше. Мне непонятно. Мне непонятно его негодование. Вот если здесь будет негодовать правительство, тогда все логично, все встает на свои места. Вот. Обзор от Евгена длиной в час на Левиафан необоснованно затянутый, в котором претензии идут по кругу. Откровенно затягивая одно и то же, Евген втирает целый час. Это алкаши, невнятный сценарий. Невнятный сценарий, алкаши. И так несколько раз. Иногда лишь разбавляя кривлянием и несмешными шутками. Уголовный розыск. Ты почему по повестке к следователю не явился? Какая повестка? Вот это. А у вас в кармане случаем нет похмелиться, а то я тут с помощью водки с властью борюсь и на золотой глобус с Оскаром претендую. Вы бы мне очень помогли. Тихо сиди ты. Вот, половина обзора Евген вообще пересказывает происходящее. Без какой бы то ни было смысловой нагрузки. Тупо комментирует. В итоге мы узнаем, зачем мэр потратил 640 тысяч, посадил невинного человека. И зачем ему нужна была земля в городе, где места до хрена. Внимание, чтобы церковь там построить. Мэр для постройки церкви заранее устраивает себе геморрой. Во-первых, со словами в законе, здание можно отобрать при отсутствии других вариантов возможного размещения объектов. А как мы видим, куски бескрайней земли у водички везде. Но мэру нужен именно Колин. То есть априори мэру нужно просить, звонить и напрягать кого-то, дабы закон обойти. Во-вторых, геморрой с выплатой рыночной стоимости денег за землю и постройки. И в-третьих, шумиха в городе в связи с таким делом. Скорее всего, Колю все знают. И это перед выборами, которых мэр очень опасается. У нас выборы через год. Забыли? Если меня не избирают, продолжить? При том, что в этом же городе стоит старая церковь, которая не только ценилась бы верующими, аки историческая память, но еще и на реставрации которой можно было бы больше денег попилить. Я серьезно должен в это поверить? Еще Евгений, говорит, что не верит в то, что происходит в фильме. Может, он хотел сказать, правительство не верит в то, что происходит в фильме. Так оно и не должно в это верить. Они видят с другого ракурса. Ну что там произошло? Чиновник построил церковь, благое дело сделал, действовал в рамках закона. А никто от его действий не пострадал, а ведь его пытались шантажировать. И молодец какой, даже не посадил никого. Вот так вот видят сверху. Для них злодей в фильме это вообще положительный герой. Что, отпустил адвоката, не стал убивать, хотя мог, мы это видели в фильме. В руках удержал власть и чинно через суд забрал дом. А мы помним про Цапка и как у нас может произойти на самом деле. Вот, а правительство у нас, чиновники живут в другом измерении. Они улицы перекрывают, чтобы на скорости 250 км в час ехать на работу и не видеть лишний раз наши проблемы. Они законы пишут так, что чиновник за превышение полномочий всего 3 года не будет занимать должность. И то он на самом деле, если попадется. Вот. А простому человеку достаточно рылом не выйти, чтобы его зачислили в террористы и лишили прав равноправного гражданина. Я знаю это не понаслышке, поскольку на меня самого повешали 115-й ярлык 115-го закона. Вот. Это отдельная история, конечно. Вот. Но тем не менее. И обзор, Евген, твой неискренен, претензий к фильму, вот, это невнятность сюжета, невнятность героев идет по кругу и повторяется от Евгения десятки раз. Давай-ка сейчас быстренько заедем к этому козлу, блядь, который под горой. За мостом который? Да. А то у нас под горами там много кого. Ну, под горами. Ну вы поняли, да? Под горами закопан. Под горами закопали людей. Под горами закопали прям. Евгений, у меня нет вопроса, почему твой обзор идет ровно час, как и любая другая услуга. Вопрос в том, сколько тебе за это заплатили. Всего хорошего.